Вы удивитесь, насколько слоистый и хрустящий может получиться самса без духовки. Сегодня покажу простой способ, которым пользуюсь сама уже не первый раз. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте готовить вместе. Для теста в миску вливаю 200 граммов воды. Добавляю 1 чайную ложку соли и слегка перемешиваю. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Затем всыпаю 380 граммов муки. Сначала перемешиваю лопаткой, а когда тесто соберется в ком, продолжаю замешивать руками. Вот такое тесто у вас должно получиться. Оно не должно быть слишком тугим, но и не слишком мягким. Если тесто не липнет к рукам, значит консистенция идеальная. Накрываю его пищевой пленкой и оставляю отдохнуть. За это время 1-2 раза слегка обминаю тесто. После отдыха оно становится более эластичным, поэтому раскатывать его будет намного легче. Пока тесто отдыхает, приготовлю масляную смесь. Растапливая 50 граммов говяжьего топленого жира и смешиваю его с таким же количеством растительного масла. Если говяжьего жира нет, его можно заменить сливочным маслом или маргарином. Но именно с топленым маслом самса получается намного вкуснее. После отдыха тесто становится намного мягче, податливее и раскатывается без особых усилий. Теперь перекладываю тесто на рабочую поверхность и раскатываю его в тонкий пласт. Чем тоньше получится тесто, тем больше будет слоев. Далее равномерно смазываю приготовленной смесью масел. Аккуратно сворачиваю пласт в плотный рулет. Сразу нарезаю его на порционные кусочки. Размер выбирайте по своему вкусу. Можно сделать самсу крупнее или наоборот небольшой. У каждого кусочка защипываю одну сторону и слегка придавливаю. Перекладываю заготовки на тарелку, накрываю пленкой и снова оставляю немного отдохнуть. Многие думают, что это бахилы. Хочу вас успокоить, что это пищевая пленка. Продаются они на любом маркетплейсе. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. На небольшом количестве растительного масла слегка обжариваю 300 граммов мелко нарезанного лука. Жарим лук до прозрачности. Затем добавляю 300 граммов мясного фарша. У меня говяжий фарш, а вы можете использовать любую, которая у вас есть. Теперь добавляю специи. Соль по вкусу, паприку, красный и черный перец. И в конце всыпаю примерно половину чайной ложки зиры. Именно она придает начинке тот самый аппетитный восточный аромат. Теперь, постоянно помешивая, готовлю до полной готовности. Наша начинка готова. Чтобы она быстрее охладилась, немного его перемешаем и сделаем посерединке вот такую лунку. А теперь перейдем к тесту. Каждый кусочек нашего теста раскатываю в небольшой круг. Небольшой полезный совет. Не раскатывайте сразу все кусочки теста. Доставайте их по одному. А остальные держите под пленкой. Так тесто не заветрится, останется мягким и с ним будет намного удобнее работать.
Приступаем к лепке. В центр, где мы защипнули края, выкладываем нашу начинку. Аккуратно защипываю края и формирую красивый узор. Таким же образом леплю всю оставшуюся самсу. Когда все заготовки готовы, разогреваю достаточное количество растительного масла. Обжаривая самсу на среднем огне до красивой золотистой корочки с обеих сторон. Не торопитесь увеличивать огонь. Тогда тесто хорошо прожарится, станет слоеным и очень хрустящим. Готовую самсу кладем на бумажную салфетку или полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Также жарим остальные заготовки. Посмотрите, какая аппетитная самса получилась. Тонкое хрустящее тесто и сочная ароматная начинка. Устоять просто невозможно. Если рецепт вам понравился, поддержите меня лайком и поделитесь в комментариях, как вы готовите самсу, в духовке или на сковороде. Спасибо, что были со мной. Пусть в вашем доме всегда будет уютно и вкусно. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Ассаляму алейкум.